Всем привет, с вами Дэн. А кто у нас здесь? А это у нас народный любимец Citizen. Конечно же, покупал на Джуме в Creation Watches. Опять же, напомню, для тех, кто вдруг до сих пор еще не знает, это сингапурский магазин. И на Джуме, если покупаете, то там нет никакого лимита по никакого $300, да, как из всех других зарубежных магазинов. И можно платить картой российской рублевой. Вот, значит, открываем коробочку, и здесь, здесь еще вот такая электронная инструкция, Citizen теперь бумажные не кладет. Опа, поролончик, а здесь пакетик. Милота от японцев, как всегда, милота. Кавайные часы, но не совсем, потому что у них очень интересная предыстория. Как всегда у японцев. Они не могут вам продать просто часы, обязательно продают вам часы с историей. Итак, значит, это Citizen Kuroshio 64. Что это такое? Это коллекция, которая посвящена культовой модели Parawater 1959 года. Это послевоенные ударопрочные часы Citizen. Первые для Citizen такие вот, можно сказать, брутальные, готовые к испытаниям. Эти часы в свое время при испытаниях, да, для маркетинга, для пиара сбросили в Киото с вертолета. После всех тестов часы продолжали работать. Плюс они уже разработали уплотнительные кольца для водозащиты. Тогда это было новшество для Японии. Хотя водозащита тогда и, кстати говоря, сейчас всего лишь 50 метров, казалось бы. Но часы при этом выдерживали долгое пребывание в море, будучи, например, прикрепленными к буям. И, в общем, там было очень много разных у них исследований и всяких мероприятий, связанных как раз вот с тем, чтобы показать, что их часы, они мало чего боятся. И при этом эти часы были недорогие, доступны практически любому. Дам обязательно ссылку в описании к ролику. У нас есть хорошая такая детальная статья от Константина по истории как раз Citizen Parawater. Ну, а, в общем, перевыпустили, по-моему, года 2 назад эту модель, назвали ее Citizen Kuroshio 64. Референс вот у модели на обзоре вот такой вот. Там их несколько вариаций с разными циферблатами, есть на браслете, есть на ремешках. Конкретно синяя, там есть такая лимитка. Их сделали 1959 штук, а все остальные, они уже не лимитки, в том числе черные, которые у меня на обзоре. Калибр Citizen 8310, ну Citizen Miyota, разумеется, можно посмотреть под прозрачной задней крышкой. Опа, как у нас ротор просто бешено подзаряжает, да. Citizen Miyota у нас 60 часов запас хода, очень даже круто по современным меркам и круто, конечно, для часов в этой ценовой категории. Ну и 21 камень там, да, потому что часы стоят всего 22 тысячи рублей, по крайней мере на Джуме я за эту сумму их покупал, ссылку оставлю в описании, посмотрите, сколько они стоят на момент публикации ролика. Стекло минеральное, но купольное. Водозащита, как уже сказал, такая же, как у исторической модели, 50 метров. И имеется также здесь точечка люминофора, и люминофор нанесен на стрелочки. И очень интересная такая текстура, называется она «Океанские волны» на циферблате. Прикольно. Не всегда видно, не под разным углом освещения, но если хорошенько присмотреться, то вы увидите как раз эти прикольные волны. И знаете, я бы даже сказал, что эти часы очень хорошая такая альтернатива начальным присажам от Seiko. В принципе, стилистика даже очень-очень похожа. Накладные метки, все полированное, все переливается, все такое получается трехмерное. Как многие любят, дорого-богато, но при этом не особо, кстати, и дорого. Вот. И при этом у этих часов, что интересно, есть еще и история. А это очень даже серьезный плюсик. Серьезный плюсик, ну, хотя эта модель только для рынка Японии, понятное дело, что на Джуме их можно приобрести, да и, в принципе, на том же Авито с Джума все покупают и перепродают, и зарабатывают бабки. Вот. Ну, короче говоря, да, не всегда внутрияпонские часы, они вот прям уж так и недоступны. Давайте глянем по размерам. Так, 41 практически, да, 41 по высоте. 12,9, но с учетом купольного стекла, без стекла, наверное, будет, ну, где-то вот 10 с чем-то, да. По браслету 20 и от ушка до ушка 49.
49. Может быть, я бы сказал, что несколько великоваты для переиздания модели 59 года, но с другой стороны, мы-то смотрим эти часы в каком там 23-й, 24-й год, почему они должны быть обязательно маленькие? Я думаю, что не должны. Сделали они их достаточно универсальными. Но, опять же, учитывайте вот этот момент, что здесь достаточно длинные ушки, Поэтому на небольшое запястье они сядут плоховато. Лучше смотреть что-нибудь поменьше. А на среднее запястье и крупное запястье в самый раз. Ну вот смотрю сейчас, симпатичный циферблат. К сожалению, вот не нравится мне тут эта надпись «Автоматик» ярким белым цветом, зачем-то контрастным сделали. А вот накладной логотип Citizen прикольный, он хорошо смотрится. Ну, окошко даты традиционно для меня лишнее, и тем более вот оно немножко обрезает у нас метку отметки 3 часа, маленькая такая дата, но зато с черной подложкой, и контрастная читается неплохо. Кто любит дату и не представляет свою жизнь и свои часы без даты, в общем, пожалуйста, эти часы как раз неплохой вариант. Корпус тоненький по центральной части, дальше идет такой рант с зеркальной полировкой, он как бы отдельно, пухленькая такая задняя крышечка. И в целом часы смотрятся такими достаточно невесомыми в профиль. Хотя мы с вами разобрались, что здесь все-таки 41 мм. Но, в общем, решает, да, у нас пухлое стекло, прикольно, добавляет такого исторического флера. И мне нравится браслет. Знаете, браслет здесь неплох. Он на штифтах, он такой необычный, такими какими-то как бы ступеньками. 3 части получается. Очень интересно реализовано центральное звено. И везде идет сатинирование, кроме граней по звеньям. И знаете, сатинирование весьма и весьма приятно. И тем более с учетом того, что часы все-таки достаточно недорогие. Зеркальная полировочка по корпусу. Тут интересно так выглядывает. Первое звено, зазоров нет. И звено плотненько крепится к корпусу. Опять же, плюсик и пунктик в пользу Citizen. Но я вообще часто говорю, что Citizen все-таки при той же ценовой категории даст чуточку больше, чем ребята из Seiko. Нет системы быстрой замены браслета. Но, знаете, браслет неплох, я не думаю, что его стоит менять. Хотя, в принципе, к такого плана часам подойдет очень большое количество ремешков. Будут они интересно смотреться с разными вариациями. Штамповочка по застежке. Ну, здесь от этого никуда не деться. Все-таки часы японские. Но, в целом, знаете, вот и заводная головочка приятная. Тут с таким вот, как бы такая тройная. И нравится мне, как безель крепится. Прикольно. Прикольно. Я бы сказал, что хороший плюс поставил бы этим часам и за геометрию, и за браслет, и за корпус. Все окей. Да, есть определенная экономия, но мы же видим, что и цена-то достаточно низкая. Чуть больше, чем сколько там, $230. Хороший механизм, неплохое качество. Да, сэкономили на стекле и на застежке, но в принципе и все. Да, водозащита тоже, но опять же, часы в принципе классика, повседневные, куда вы с ними будете нырять и погружаться. На полном браслете 128 грамм практически. И вот еще хочу посмотреть, если у нас звенья коротких нет, но можно немножко подстроить под свои запястья. И запасик у нас получается, сантиметра 3 есть. Мои 18,5 плюс 3 сантиметра, в общем, на 21 точно они налезут. Поглядим макро. Та самая текстура океанские волны, да, океанические волны, накладные меточки. Достаточно приятные брусочки. Да, пыль кое-где проглядывает, но мы не придираемся к этому, потому что это самая нижняя ценовая категория для базовой весьма неплохой механики от Citizen. Ну и браслет вот мне. Опять же, для своей цены здесь полировка неплоха. Не просите от этих часов полировки, как у часов за $1000. Ну и не просите полировки там, как у китайцев за $300. Механизм приятный, вполне приятный, даже какая-то базовая отделочка есть. Скелетонированный ротор, основные характеристики написали. Написали здесь еще и лимитка, но эта модель не ограничена, в общем-то, там каким-то... По крайней мере, не заявлено было, что количество ограничено, просто Limited Edition. Ну окей, Limited Edition так Limited Edition. У японцев вообще все Limited Edition. В конце концов, любые часы это Limited Edition, потому что их выпускает определенное количество штук.
Что хочу сказать по итогу. Мне модель понравилась, если вы смотрите себе такой среднеразмерные часы на повседнев и не хотите предъявлять к ним каким-то особых характеристик, которые бы выходили сверх их стоимости, за исключением запаса хода по механизму, то я думаю, что вполне можно эти Citizen рассматривать. История есть, приятно сделали, в целом очень и очень неплохие часы, которые, ну, опять же, понятно, что они не везде будут стоить столько, сколько они стоят на Джуме, но, тем не менее, вот в этой ценовой категории, там 20-25 тысяч рублей, я думаю, что просто пушка. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.